Брюс, ты готов к путешествию новому? Скажи, куда поедем? Каштанка, а ты поедешь с нами? Я платье забыла. Да. Будем тебя фотать. Давай, давай. Смотрите, оставайтесь с нами. Цена по сравнению с Киргизией, конечно, у нас значительно приятнее. На этот раз на нашем вездеходе мы держим путь в Алтын-Эмель. С нами моя сестра Катя. Едем праздновать ее день рождения среди марсианских пейзажей. От Алматы ехать около 4 часов, но выехали мы поздно. Так что теперь главная задача успеть добраться и разбить лагерь до наступления темноты. Че, автобус ждешь? Приедет, жди. Приехали мы в село Баши, в офис нацпарка Алтын-Эмель, где нужно оплатить некую сумму. Никого в кассе нету, даже не удивительно. В офисе парка для посетителей, которым скучно ждать, организован мини-музей. Здесь собраны все те, с кем нам, возможно, предстоит познакомиться поближе во время ночевки в палатках. Огромные жуки, пауки и прочая пустынная живность. Выглядит впечатляюще. Но, честно говоря, я очень надеюсь, что эти ребята останутся здесь, в витринах, и не заглянут к нам в лагерь на огонек. Пока я тут оплачиваю, все хожу, а они тут банановый раф на кокосовом молоке, да? Очень вкусный кофе. Вот тут я сразу поняла, что вкусный. По автомату видно. На сутки в Алтын-Эмеле, в общем, стоит 400. Проверка документов. Остановить. Давай. Стравливаем колеса сейчас, потому что дальше будет очень жесткая гравийка. 50 километров отвратительной дороги. Чтобы было хоть как-то нам чуть помягче, стравливаю до 1,5 очка. Вот они истинные цветные джигиты. И да, становится, помощь предложит. Впереди 70 километров по знаменитой гребенке Алтын-Эмеля. Гравийка здесь такая, что кажется, машина сейчас развалится на части. Проезжаем КПП, записываемся в журнал и едем дальше. Время поджимает, солнце неумолимо садится, но момент решает нас притормозить. И делает это максимально красиво. Прямо по курсу пробегает леса, а на горизонте виднеются джейраны. Плевать на время. Мы просто не могли проехать мимо и не запустить в небо дрон. Посмотрите на этих красавцев в их естественной среде обитания. Кстати, мы тюленя видели, Маруся увидела. Сидел там среди поля, а потом присмотрелась, это орел большой. Все, мы приехали в горы Актау. Но приехали поздно, поэтому показать вам красоты времени уже нету. Завтра Маруся сказала, встанет на рассвете, пойдет снимать красоту, чтобы увидеть, как оно все горит. А так, как впечатление? Все уже темнеет, солнышко садится. По прибытию мы быстро разбили лагерь, разожгли костер и принялись варить глинтвейн – ароматный осенний суп. Это лучший способ поздравить именинницу и провести вечер у костра. Такие моменты сглаживают все неприятные впечатления от тяжелой дороги. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! Загадывай желание, задувай. Специально антивандальные свечки. О! Да. Здрасте. Мы вас видели сегодня. Привет. Как дела? Дай лапку. Молодец. Как спал? Как думаете, что они такие идут по бокам злые? Мы в шоке.
Потому что... Ага, потому что я их заставил в 7 утра идти гулять на красивый свет. Ха-ха-ха. Если у вас по какой-то причине нет пары лишних миллиардов, чтобы слетать с Илоном на Марс, добро пожаловать в Казахстан. Инопланетных пейзажей у нас хватает. Горы Актау – это не просто горы, это гигантский геологический Наполеон, слоеный пирог из мела, песчаника и глины, который природа выпекала миллионы лет. Цвета здесь меняются каждые 100 метров, от ослепительно-белого до насыщенно-рыжего. Эти горы состоят из осадочных пород, которым более 400 миллионов лет. Перед вами дно древнего океана Тетис, некогда заполнявшего Илийскую котловину. По мере того, как море отступало, вода и ветер высекали эти каньоны. Сегодня Актау – это уникальный геопарк, где буквально раскрывается история Земли. Это одно из крупнейших палеонтологических местонахождений в мире. Здесь в слоях кайнозойской эры были найдены останки существ, в существование которых трудно поверить. От гигантских носорогов и мастодонтов до крокодилов и древних черепах. Самое популярное место здесь – русло реки Белого каньона. Идти по нему легко, но когда бродишь по этим извилистым каньонам в полной оглушительной тишине, понимаешь, что находишься в другом измерении. Это только маленькая часть изгульная, а есть где прям такие туннельчики, где-то арочки проходишь, комнатки заходишь. Такое место. Вообще нет времени здесь. Уговорил я их подняться в гору. А то что это такое? Побывать в горах и походить у подножья. Не дело. Идем на видовую юрты. Если что, юрта это вот она. Мы решили не заходить вглубь каньона, а подняться на одну из смотровых площадок. Увидеть это величие с высоты птичьего полета – совсем другое дело. Масштабы просто запредельные. Попали в сильный шторм! Здесь ветер! А, ветрище капец! О, Катя куда встала? Да, наши проблемы еще не такие. У Кати вот похуже проблемы. Она с обрыва вон слетает. День рождения это не помню. Это не приговор, ничего страшного. Но стоило нам достичь вершины, как природа решила показать свой характер. Поднялся шквальный ветер такой силы, что в голове мелькнула только одна мысль – наши палатки. Мы ушли гулять, оставив их несобранными, и теперь всерьез опасаемся, что по возвращению найдем лишь пустое место. Приходим, у нас здесь стояла палатка, вот они колышки, палатки нету. Ха! Палатка вот она, отнесло ее. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туристов. Да, я даже пожелать не дал. Да. А кушать хочется капитально. 10 часов. Ну да. Уже обед. Поедем сейчас искать укромное место, чтобы поесть. Хозяева! Открывай! А Пашка, можно поем у вас? Давай, заходи. Капец, баба-яга, ведьма. Вот они вам, горы Актау. Давай, будет. Ситуация. Мы нашли дом. Эта баба-яга нас пригласила в гости отведать вкусного завтрака. Висаем.
Татешка. А Пашка? Такешка или такешка? Такешка. А я говорю такешка. Такешка. Ну ладно, ты будешь наша Такешка. Четко. Да. Такешка нам делает вон. Да. Ну ты 100% уйгурская Такешка. С Жусаем. Как приехала с Питера, так с Жусая так и не слазит. Такой вот день. Нам Тоже повезло найти домик. имеет место быть. Спасибо этому домику. Поехали дальше. Будем есть песок. И как вам горы Актау? Очень классные, красивые, Красота необыкновенные. Неописуемо. Неописуемое. Тут можно и вестерн снимать, и про динозавров можно снимать. Здесь все будет органично смотреться. Да, Марсианские хроники заодно. Да, заодно. По дороге. Нет. Да. Цветочек. Здесь вообще нет времени. Вообще нет времени. Никогда не скажешь, вот оказавшись здесь, какой сейчас год. Действительно, время здесь течет иначе. Ты теряешься не только в века, глядя на эти пласты истории, но и в самом дне. Полдень уже далеко позади, а мы только выехали в сторону гор Катетау. Впереди еще поющий бархан и поиск места для ночевки. Как бы нам все А это успеть? знаменитый камень местный, который нужно обязательно потереть. Но надо не так сильно, а то он, видите, он чересчур кто-то перетер уже. А это камень, да? Так делают. Да. Если его тереть. На счастье это. На женское счастье. О! Сразу видно. Замужняя женщина. Чего я замужем? Мужицкий. Волыну вывалил. Барбос. Прикольно. Побывать в парке Алтын-Эмель и не заехать в горы Катутау – это почти преступление. Тем более, что находятся они по пути. Если Актау поражает своей мягкой палитрой, то Катутау – это территория огня и пепла. Здесь вас ждет сюрприз. В центре внимания вовсе не горы. То, что вы сейчас видите, это настоящая лава. Она застыла миллионы лет назад, сохранив в себе мощь древних извержений. Полазить по этим причудливым скалам – отдельное удовольствие, а залезть в раковину моллюска – это уже традиция, мимо которой не прошли и мы. Не зря говорят, что природа лучший художник. То, что она вытворяет здесь, просто не укладывается в голове. На фоне этого марсианского безмолвия свист ветра кажется еще громче. Очень хочется остаться и погулять здесь подольше, но солнце неумолимо клонится к горизонту. Впереди легендарный поющий бархан, и нам нужно успеть поймать его магию до того, как наступит полная темнота. Слишком плотные. Перед выходом на землю были пласты гранита, которые лава преодолеть не могла. И ее потихоньку в расщелинке выдавливала, и она застывала вот такие вот причудливые формы. Со временем выветрилась, и получилась такая красота. Гид Екатерина. С облачками-то вид совсем другой. И пыль все марево сдуло, прям красиво сейчас. Все они кашкапузы. Красивые, беленькие такие. Породистые. Приехали мы еще посмотреть на 700-летнюю иву. Ну и, так сказать, оазис в степи. Пойдемте сюда. Наша следующая остановка – 700-летняя ива. Она находится в оазисе Кузбастау, что в переводе означает «двойной источник». Это место, где среди пустынной степи бьют теплые радоновые источники. Дереву более 700 лет. Чтобы обхватить ее ствол, понадобится несколько человек. Ее ветви настолько тяжелые, что они опираются на землю, словно колонны древнего храма. Самая популярная легенда гласит, что в тени этой ивы отдыхал сам Чингисхан со своим войском во время похода на Среднюю Азию. Это дерево выжило в суровых условиях пустыни, пережило империи и поколения. Это символ невероятной жизнестойкости. Даже не верится, да, что вот в таком месте такой оазис. Вообще, конечно, очень крутое место. В голове даже не укладывается, что этому дереву 700 лет. Сколько оно истории, сколько оно видело, сколько событий всяких разных происходило. И
ты стоишь рядом с историей. Дерево-то оно живое, оно впитывает и энергетику, и все, поэтому место, конечно, крутецкое. И ощущаешь здесь очень спокойно себя, круто. Прям с радостью бы заночевал бы здесь. Нам нужна водичка. Хрен вам плавал, а не водичка здесь. Еще одна попытка. Это кто тут такой сладусечка у нас? Кто у нас тут такой сладкий? На горизонте виднеется поющий бархан. Добрались до него мы в 4 часу. Скоро закат, нужно торопиться. Сегодня здесь почти никого. Оно и не удивительно. Наверное, люди испугались прогноза. Условия экстремальные. Ветер такой силы, что песок буквально повсюду. В таких условиях дрон запускать нереально, а камеру доставать опасно. Как бы вы аккуратно не снимали, песок попадет в объектив, а это дорогостоящий ремонт. Пылит хорошо, да. Петь сегодня навряд ли он будет. Сделаем вставки, какую музыку он исполняет. Я ставлю на шансон. Помни, как ты подошел. Фигачит прям. Тысяча чертей! Погулять в тишине и услышать пение бархана нам не удалось, но мы не оставим вас без красоты. Спасибо нашему другу Андрею, он поделился невероятно красивыми кадрами с дрона, снятые недели ранее в идеальную погоду. Поющий бархан – это настоящее чудо природы. Его высота достигает 150 метров, а в длину целых 3 километра. Но самое удивительное не в размерах. В сухую погоду пески начинают петь, издавая глубокий гул, похожий на звук органа. Это происходит из-за трения миллиардов песчинок друг от друга. Звук бархана в тихую погоду слышен за несколько километров. Древние люди верили, что это поют духи пустыни или под песками спрятан спящий дьявол. Ученые до сих пор спорят, почему этот гигант за тысячи лет не сдвинулся ни на метр, хотя вокруг открытые степи и постоянные ветра. Бархан будто прикован к месту между горами. Он остается здесь вопреки всем законам физики. Причина тому – особая роза ветров. Поющий бархан вошел в шорт-лист конкурса «7 новых чудес природы». Вот такой удивительный поющий бархан. Время поджимает, и нам нужно ехать дальше, искать место для ночевки. Из-за сильного ветра было решено уехать подальше, в сторону Тигровых гор. Эти, ох уж солевые. Долго мы не выдержали на барханах. Нереально холодно, ветрено. Да, там вообще просто труба у меня вот в глазах вот песок. Как из трубы дует, из пескоструйки. Ой, смотрите, как сыпется прям все. Да. Немного про местные дороги. Машины здесь реально многие не справляются. Едем дальше в Тигровые горы. Время уже 3:30. И есть риск, что мы не успеем. Потому что я не знаю, где это место. Я там сам не был. Очень красиво еще. Солнце такое. Хочется поснимать, но времени нет. Нам очень красиво, но время прям очень не хватает. Что такое печальная ситуация? Закат, бензин на нуле, мы не знаем, куда ехать. Солнышко садится. Жрать охота. Жрать охота. В целом, вот они, тигруши, начинаются уже. Вот. Прям тигры. Если вам кажется, что здесь нет дороги, вам не кажется. Да, хорошие друзья не скинут плохого места, не порекомендуют. Едем по руслу реки, дороги нету. В общем, приехали мы на точку. Дорога прям вообще, дороги нету. Ну и места нету. Все, кушары. Вот наш обед, у нас пройти спорт.
Плов вообще это был с той недели с Кыргызстана. Но он был замороженный. Но мы его заморозили как бы на 6-й день только. Это как бы его не спасло. Может, он уже и заморожен был кислый. Может быть. Мы его отдали Брюсу, он не стал есть. Масла нет, мы топленое в салат положили. Да. И топим его дальше. Ложкой топим масло. Вот у нас теперь макароны. Вот так вот. В походных условиях. Жизнь. Это сама жизнь. Вон ты с луной. Ну-ка, скажи что-нибудь лирическое. Я забыла. Вот он, главный наш индус. Вино кончилось, поэтому перешли на масало. Так, мы ее, по-моему, мелко, мы ее давили, по-моему. Да, мы ее давили. Ищем пауков. У них глаза блестят, когда от глаз своих светишь налобным фонариком. Ой, и очень хорошо видно их. Нет, не кормим. Вон норка его. Да снимаю я. Ночная жизнь. Степная. Какой красавчик. Немножечко про утро. И температуру за бортом. Но в палатке было тепло. Проснуться в месте, куда добрался уже в темноте, это как открыть подарок, не зная, что внутри. Я обожаю такие незапланированные повороты, когда едешь, не зная, где будешь ночевать, что увидишь и какие приключения ждут тебя за следующим холмом. Мы в Тигровых горах. Здесь нет подготовленных площадок для кемпинга, да и вообще никаких площадок нет. Мы просто остановились посреди пересохшего русла реки. Вокруг абсолютно никого, только оглушительная безмолвная тишина. И это удивительное утро. Знаете, я все больше убеждаюсь, спонтанные поездки без какого-либо четкого плана – это всегда лучшие путешествия. В них есть жизнь, которой нет в расписанных по минутах турах. Пока муж контент пилит, жена. Что готовим? Есть с помидорами, с чаем и с сыром. Вот, Саем, уже сыр. очень помидорки классные. Катя, как тебе спалось? Мне в двухспальнике спалось. В двухспальниках Кате было хорошо. Ну да, в двухспальниках даже мне было хорошо. Я в одном спальнике, а вторым укрылась просто сверху. Ну Мне правильно. тоже было хорошо. Ой, все, ну вот, заправляемся по традиции не казахстанской соляркой, а кыргызской. В этот раз была карельская в Казахстане, сейчас кыргызская. Что без Топ. настроения? Нет, настроение тяжелая канистра была, Сколько весит, конечно? 20 литров. Ну и настал последний этап нашего путешествия. Едем, посмотрим, что здесь за горы. Позавтракав и собрав лагерь, мы отправились исследовать местность дальше. Удивительно, как сильно темнота меняет восприятие. Вчера в сумерках, торопясь быстрее проехать к месту ночевки, я даже не смотрел по сторонам. Как мы вообще незаметно проехали вчера эту глыбу? Сегодня я с трудом протиснулся здесь на машине. Ехать по высохшему руслу реки – это очень необычное, почти медитативное ощущение. Чувствуешь себя настоящим первопроходцем, несмотря на то, что нет-нет, да и встречаются чьи-то следы. Хотя это ненадолго. Первый же сильный дождь и вода смоет все малейшие намеки на то, что здесь кто-то когда-то бывал. Так и на следующий год. Здесь проедут другие первооткрыватели, а за ними следующие. В этот момент ты всем телом чувствуешь, какая ты кроха в сравнении со стихией. Тысячелетиями вода слой за слоем вымывала эти горы, расчищала себе путь и создавала эти величественные каньоны. Завораживает мысль, что здесь будет еще через несколько тысяч лет. Эх, увидеть бы.
Итак, внимание, мы находимся хрен пойми где. Мы ехали по руслу реки и заехали, в общем-то, в какой-то каньон. Мне кажется, я вижу тропу, и мы сейчас отправимся к ней. Вот там вот. Конечно же, никакой тропы здесь не было. Какая тут тропа? Тут ни одного туриста нет. Здесь вообще никого нет. Страшно? Так и должно быть. Фух. Лезем на горячку. Что-то я далеко забралась. Это очень красиво. Мы сейчас чуть-чуть поднялись. И это вообще какие-то замки. То ли это Кёльнский собор, то ли Нотр-Дам-де-Париж. Это очень красиво. Очень необыкновенно. В этих местах я сам первый раз, и я прям удивлен, насколько интересные места. Сколько я видел эти тигровые горы, на фотографиях люди ездят с обратной стороны, сверху подъезжают. Ну, там дорога прям лайтовая. И, ну, там такое, как бы одна локация, один вид. А здесь прям и Киргизия, и Чырын, и Багуты, все вместе. Прям такой каньончик, формы такие прикольные. Классно. Мне нравится. Все, подъезжаем к дороге. На этом наша гравийная часть маршрута закончилась. Подкачиваем колесики и едем в Жаркент заправляться. Добрались до Лагманий. Рай. 800 это сколько? 300 рублей. Ты еще переводишь? Крутое место. Очень красиво. Сделано атмосферненько. Самые лучшие отзывы. Ну как? Очень. Очень вкусно. Порция Огромный. огромная. Все твое. Я съем. Мне мясо больше, конечно, я ж мужик, мне мясо больше. И сие удовольствие нам обошлось 9020 тенге. Шикарно. Очень вкусно. Называется Сафар. Сафар. Сафар Блин, КФС. прям я вкуснее, по-моему, Лагмана не ел вообще в целом. Поэтому вот, заезжайте сюда. Очень вкусный лагман. Очень вкусно. Молодежь-то какая здесь, здоровается со всеми. Молодцы. Приехали Молодцы, к мечети. ребята. Китайская пагода. Посмотрим. Раз уж мы в Жаркенте, решили не упускать возможность и заглянули в мечеть, сделанную в китайском стиле. Это удивительная постройка и место, которое обязательно стоит посетить. Согласно народной молве, для строительства мечети был приглашен выдающийся китайский зодчий Хон Пик. Ранее он воздвиг на родине великолепное сооружение, которое настолько поразило заказчиков, что те из страха перед повторением шедевра решили убить мастера. Узнав о готовящейся расправе, Хон Пик принял предложение построить мечеть в Жаркенте и тайно бежал. Однако судьба была неумолима. По возвращению в Пекин архитектор все же был казнен. Говорят, причиной стало то, что даже в самой Поднебесной империи не нашлось мечети прекраснее той, что он создал в Жаркенте. Главная особенность здания – его невероятная конструкция. Основной каркас мечети собран из тяньшанской ели с помощью системы пазов и выступов. При строительстве не было использовано ни одного гвоздя. Интерьер украшает более 120 неповторяющихся орнаментов. При этом палитра мастера была строгой. Всего 4 цвета, каждый из которых несет свой глубокий смысл. Зеленый – символ жизни, обновления и возрождения. Синий – олицетворение вечного и безмятежного неба.
Желтый – тепло солнца и радость бытия. Белый – символ чистоты человеческой души и помыслов. За свою более чем вековую историю мечеть пережила немало потрясений. В 1911 году мощнейшее землетрясение разрушило почти все вокруг, но здание выстояло. В советское время стены храма видели многое. Здесь располагались склады зерна, кинотеатр, чайхана и даже казармы для пограничников. Несмотря на столь разное назначение, здание сохранило свою уникальную магию и целостность. Вторую жизнь мечеть получила после масштабной реставрации в 1975-1978 году. Именно тогда было принято решение о создании на ее базе архитектурно-художественного комплекса. Сегодня Жаркентская мечеть – это уникальный музей под открытым небом. Похожая по стилистике постройка существует в городе Каракол, Кыргызстан. Но это уже совсем другая история.